Мне поступили много предложений, где был Сеня, Маркелов. Ничего не будет получаться. Я просто выбрал физический труд. Мне на тот момент было лет 11-12. Наработал себе на компьютер. Скажу про комьюнити в этой игре. Это имба и так далее, так далее. Всем привет, меня зовут Стаднюк Максим. Я играю под никнеймом Макс Стрейф. Мне 24 года и я живу в городе Киев. Я увлекся играми, когда мне было 11 лет. Мне изначально нравились стратегии. Я играл в Warcraft, я играл в какие-то симуляторы строений и так далее по типу SimCity. И в итоге заметил, как мой брат играет в FPS-игры. На тот момент он играл Call of Duty 1 на довольно-таки тоже хорошем уровне. Он представлял команду, он играл турниры. Меня это все зацепило, мне это все понравилось. И время от времени просил у него компьютер, потому что у меня собственного не было. И мало-помалу начинал набирать обороты и даже превзошел его в этой игре, будучи довольно-таки малом возрасте. Как сегодня помню, когда все играли в Counter-Strike 1.6, наша была любимая игра — это Half-Life. Мы месились на дезматче, это было очень весело, это было очень круто. Это очень была динамичная игра, и она мне, в принципе, запомнилась с детства. Затем, конечно же, играли Left 4 Dead и подобные кооп-игры, но ничего на тот момент такого соревновательного в моей жизни еще не было. После первого Call of Duty, в котором я набрался хоть какого-то опыта игры против других команд, мне на тот момент было лет 11-12, не больше, я начал играть в Call of Duty 2. Также на полупрофессиональном уровне я не претендовал там ни на победы в турнирах, ничего такого, просто играл со своей командой, с ребятами, которых я знаю, ради удовольствия. И когда вышел 4-й Call of Duty, а именно промод на него, вот тогда меня игра зацепила как ничто до этого ранее. Я понял, что это прям моя игра, то, что мне импонирует динамика в этой игре, мне нравится в принципе все, что с ней было связано. Это мувмент, стрельба, это тактики, которые там были, карты, они, по моему мнению, просто идеально спланированы, сконструированы. И с того момента я начал довольно-таки серьезно тренироваться, подбирать себе тиммейтов, с которыми мне приятно играть, и, так сказать, выходить на новый уровень. Мой первый соревновательный опыт на лане был, когда, если я не ошибаюсь, мне было 15 лет. Я приехал на турнир по Call of Duty 4, это был на моде промод, Search and Destroy, и я приехал с ребятами, с которыми буквально играл 2 недели до этого вместе. И я там был самый малой, по сути, на этом турнире. Но, тем не менее, я сумел всем показать, что я могу дать всем отпор, и заявил о себе на этом турнире. После чего мне поступили много предложений вступить в другие киевские классные коллективы, с которыми я далее начал уже сотрудничать и работать вместе. Для меня лично было неожиданностью, что именно меня выбрали капитаном сборной Украины по Call of Duty на таких площадках, как Cybergamer, ESL. И именно я формировал состав сборной Украины, и именно я был капитаном. Не всегда я был стратегом, у нас и стратег был в команде, но именно капитаном считался я. Для меня это было неожиданно, потому что на тот момент мне было 16 лет. Все ребята в моей команде были меня гораздо старше. И, судя по тому, что я показывал очень хорошие результаты, у меня был какой-то кредит доверия людям, меня, в принципе, в Украине все поддерживали. И все за меня болели и знали, что рано или поздно я выстрелю и покажу достойные результаты. И не стыдно будет за меня, за то, что я представлял Украину. Самый запоминающийся лан в моей карьере, по моему мнению, это был шоу-матч «Украина против России» на Дни Москвы в Киеве. Честно уже скажу, не помню, в каком это было году. И тогда наша сборная Украины представляла вместе с командой Na'Vi
как раз-таки с легендарным составом, где был Сеня, Маркелов и остальные ребята. Мы представляли Украину в поединке двух игр. Это был Call of Duty и Counter-Strike. Этот турнир запомнился, потому что по сути, это был самый крупный турнир, самый мой первый крупный турнир, на котором я выступал. И, ну, конечно, играть с такими ребятами на одной сцене, представлять с ними одну команду, этого многое стоит. После Call of Duty я очень увлекся Counter-Strike, но я понимал, что это все равно не моя игра, это не моя динамика. Я точно знал, что я там не уживусь, и я знал, что это просто временное какое-то место, пока нету матчей по Call of Duty, пока нету ланов по Call of Duty. Я играл в Counter-Strike, параллельно поигрывал в Quake. Все на очень посредственном уровне. Да, ездил на турниры, ездил на ланы, где-то третьи места брал, где-то четвертые, где-то вторые. На многих турнирах в онлайне участвовал. Но я всегда понимал, что это просто промежуточный этап, и я просто ожидал своей игры. Наконец-таки вышла игра, которая меня вновь увлекла, и она называлась «Батальон». «Батальон 1944». Честно вам скажу, я бы до сих пор не играл с удовольствием, если там были бы турниры, если бы там было много призовых и побольше игроков, я бы с удовольствием не играл. Это прям игра, которая заставляла меня сидеть по 18 часов в сутки, тренировать гранаты, раскидки, придумывать тактики, просто подготавливать свою команду к победам. Мне это очень нравилось, и я просто обожал эту игру. И скажу про комьюнити в этой игре. После того, как я поиграл в Counter-Strike, где-то отчасти в Titanfall, меня поразила дружелюбная атмосфера в комьюнити батальона. По большей части многих людей я этих знал давно из разных частей Call of Duty, из Counter-Strike некоторых. Кто-то даже из того же Titanfall, мы все там пересекались. Многих из них я сейчас знаю как игроков про сцены Apex. И даже сейчас, когда я побеждаю что-то или о новости, что я вступил в Na'Vi, все эти ребята меня поддерживают, мне лично звонят, пишут отзывы в комментариях, и все на моей стороне. И я им всем благодарен. После серии выездных турниров в батальон, в некоторых мы занимали довольно-таки хорошие позиции. Мы взяли 4-е место на менеджере, мы взяли 2-е место в кеттеринге, это Англия. Потом последующий турнир было 4-е место, самый крупный турнир, по сути, последний, который был отыгран по этой игре. Там, к сожалению, мы не смогли побороться за 1-2 место. Очень обидно отдали свой же матч, мы лидировали по всем картам, и почему-то так сложилось, что не смогли совладать с эмоциями некоторые игроки, и, к сожалению, мы проиграли и заняли по итогу 4-е место. И после этого турнира вышло очень печальное для меня объявление, что игра уходит на типа карантин, на доработку, на усовершенствование, и с того момента о игре уже ничего не слышно. Она как будто пропала. И я думал, чем же себя занять. Я пошел на работу. Я поменял около 4 работ, мне кажется, с того момента. Первое мое место работы, скрывать не буду, это был фастфуд на НСК Олимпийском, на футбольных матчах. Где-то разливал пиво, где-то делал хот-доги. Ничего там стыдного, я считаю, нету. Мне на тот момент было 18 лет, если не ошибаюсь, 19. Я думаю, не больше 19. И мое следующее место работы это был Экомед. Я был менеджером по продажам, затем консультантом по филиалам после повышения. Потом мне приходилось также работать на складах. Не смог по специальности найти себе работу, которая мне была бы по душе и с хорошим заработком. Я, кстати, этому очень удивился. Я просто выбрал физический труд, так как там платили намного больше, что для меня было абсолютным абсурдом. Ну, ничего там страшного нету. Довелось поработать ручками, наработал себе на компьютер, так сказать, и
И, в принципе, с того момента вот уже не работаю. Моя основная деятельность — это компьютерные игры, это киберспорт, это выигрыш на турнирах и так далее, так далее. О работе я отчетливо для себя понял и осознал, что меня всегда тянет обратно в киберспорт, я всегда хочу соревноваться, я всегда хочу конкурировать, хочу развиваться в этой сфере. Мне это очень интересно, мне это импонирует. И я просто психанул, потратил все деньги, которые я заработал, на новое оборудование, на новый компьютер. У меня, кстати, до этого был очень плохой компьютер, я играл всегда на 60-герцовом мониторе. Это было нелегко, и получалось конкурировать с игроками высшего эшелона при этом. И, в общем, уволился, купил себе компьютер и выбрал Apex, так как эта игра также мне подходит по динамике. Еще добавлю маленькую такую ремарочку, что ребята из Respawn в прошлом это разработчики тех частей Call of Duty и Titanfall, в которые я играл. Они ранее назывались Infinity Ward. И этот дух игры, который мне нравится, они передали в Apex сполна. И меня игра сразу зацепила, она мне сразу понравилась. И буквально через 2 недели я нашел состав, с которым я играл целые полгода. Мы квалифицировались на все крупные онлайн-турниры, финал. Мы выиграли 3 из них, включая плей-офф сезона. И я очень горд и рад этому результату, и я ни капли не жалею, что ушел с работы. В втором квалификационном турнире мы заняли 1-е место, и у нас уже был инвайт на финал сезона. Мне начали поступать предложения от разных организаций, и многие из них заключались в том, чтобы я отыгрывал этот плей-офф с их составом, чтобы я бросил своих ребят и начал тренировку с другими командами. Я подобные предложения не рассматривал, так как просто морально не мог бросить своих ребят перед финалом. Там оставалось буквально 3 недели до него, и я понимал, что если я их брошу, они не подготовятся, я не подготовлюсь, все мы проиграем. И я сделал ставку на то, чтобы отыграть конец этого сезона со своими ребятами. И буквально спустя пару недель после всех этих предложений мне написал менеджер Na'Vi Саша Коробчук с предложением пойти к ним в состав после плей-оффов. И я скрывать не буду, я долго думал, так как у меня был рабочий состав, мы приносили отличные результаты. Я, правда, долго размышлял, долго думал, и в конце для себя решил, что все-таки после плей-оффов я принимаю предложение от Na'Vi. Я более чем уверен, что с новым составом мы сыграемся. Я более чем уверен, что я попал в команду к ребятам, которые умеют сдерживать свои эмоции, которые умеют работать в команде, которые не дрогнут на турнирах, на ланах особенно. Это для меня многое стоит, потому что я тоже лан-игрок. Я в этом плане очень спокойный, дисциплинированный, и я просто, так сказать, вижу свое будущее с этими парнями, и я более чем уверен, что у нас все получится. Я думаю, сейчас в новом составе нам предстоит много работы. Я думаю, что нам нужно всерьез собраться с ребятами, поговорить, какую мету мы будем играть, какие дропспоты мы будем забирать. В целом, так сказать, начать нашу тренировку, наш подход к игре с самого нуля. И от этого уже отталкиваться, и на это по нарастающей долепливать новые страты, новые стратегии, новые какие-то комбинации. Я надеюсь, что мы будем играть на классической мете, на которой мы и выиграли эти плей-оффы с моей старой командой, то бишь Wattson, Pathfinder и Rave. Я все еще считаю, что это имба на данной мете, даже после всех подобных нерфов. И я не игрок Алына, мне не нравятся бездумные пуши, хоть и на большой уверенности, что он пройдет гладко, всегда есть риск того, что что-то пойдет не так, так как это
Battle Royale, и тут нужно минимизировать все свои риски к минимуму. И только с таким майндсетом, так сказать, можно реально достигать успехов в подобных играх. Ну и главное не отчаиваться. Я думаю, что первое время у нас ничего не будет получаться. Это нормально, это новый состав. У нас даже, по сути, нету собственного спота, на который мы будем забирать. Мы будем сейчас что-то подбирать, что-то думать, менять, наверное, каждый матч, каждый раунд, разные вещи, разные стратегии. Не знаю, нам предстоит много работы. Просто могу сказать, что от себя, я уверен, и от команды я могу сказать, что мы будем стараться изо всех сил, мы будем тренироваться, мы будем выходить на стабильный уровень игры. Я в команде изначально стартану как Pathfinder. Моя роль будет заключаться в том, что я набрасываю много идей для ротации, для вариантов пуша и для вообще вариантов развития матча нашему капитану Импульсу. И он уже будет принимать верные решения. Моя задача только слушаться финального кола, так как то, что я отчетливо осознал в этой команде, что лучше всем вместе сделать неверное решение, но быть единым целым, тогда можно выбраться с любой, тогда можно выбраться с любой жопы и отыграться в любой ситуации, если вы действуете как один юнит. Тогда у вас все получится, даже с ошибками. Но если команда будет не сплоченной, если один человек будет делать одно, другой другое, один налево, второй направо, тогда ничего из этого хорошего не получится. Проиграют оба сплита, и нам будет отработать, понять и осознать. Ребята, и финально, что хочу сказать, это слова благодарности всем, кто поддержал мое выступление в Нави, всем тем ребятам, которые меня поддерживают еще до этого выступления, когда я играл за команду Gnaski Strafedel. Им вообще отдельная благодарность, вы со мной уже очень долгое время. И, в принципе, надеюсь, что вас не подведу клуб Нави. И все у нас будет классно, мы сыграемся с парнями и покажем достойные результаты, и вы будете нами гордиться.